Так, сегодня я вам расскажу про курс «Психосоматика. Новая медицина 21 века». Ну, конечно, я расскажу вам, как этот курс изменит вас. Благодаря этому курсу вы научитесь самому главному – расслаблению и контролированию своих эмоций. А если мы контролируем свои эмоции, то значит мы учимся контролировать ситуации в нашей жизни, нашу реакцию на ситуации в нашей жизни. И тем самым мы изменим свою жизнь. Я рекомендую этот курс для помогающих профессий, то есть психологов, врачей, учителей, всех, практически всех, кто работает с людьми, и, конечно же, для мам и для родителей, для бабушек, да, для всех, кто хочет помогать своим деткам, чтобы они не болели, чтобы они росли сознательными, чтобы у них все было хорошо в жизни, а также для внуков, если у вас есть внуки, и так далее, для родных и близких. И этот метод, он настолько универсальный, что он поможет вам не только проработать ваши телесные симптомы, но также все сферы жизни. Отношения, финансы, предназначения. То есть так же, как и вот те методы, вообще все терапевтические методы, они позволяют прорабатывать все сферы жизни. Почему? Потому что все терапевтические методы прорабатывают наши эмоции и реакцию на какие-то ситуации. Как вы знаете, что то, что с нами происходит, мы реагируем на то, что с нами происходит. Это 90%. Понимаете? Мы как бы зависим от того, что с нами происходит. Поэтому научиться правильно реагировать, уметь управлять своими эмоциями, улучшит качество нашей жизни. И в конце курса, по окончании курса, вы получите сертификат с аттестацией. Так, ну, сам курс, он длится 2 месяца. 1 месяц – это обучение. У нас 8 занятий и 2 занятия в неделю. Итого целый месяц у нас будет занятие. Но параллельно с обучением во время курса вы начнете уже делать проработки со мной. То есть я буду вас прорабатывать, и уже когда вы закончите теоретическую часть и приступите ко 2 месяцу практики, 2 месяц – это практика, вы уже будете учиться прорабатывать себя сами с помощью тех практик, которые я даю на курсе. Вы будете сами себя прорабатывать, а также работать с кураторами. У нас на курсе есть 5 замечательных кураторов, которые тоже имеют очень хорошую подготовку, и они квантовые психологи, и энергопрактикой занимались, и другими практиками, заканчивали разные курсы, также психосоматики курсы заканчивали некоторые. В общем, у нас очень подготовленные кураторы в нашей школе. Теперь я расскажу немножко о себе. Давайте я представлю себя. Кто я такая? Ну, вы знаете, что меня зовут Шолпан Давлетова. У меня 2 высших образования, биология, и второй – это английский. Также у меня есть степень по биологии. Я ее проводила исследования в Венгрии. И
на основании этих исследований я защитилась. Я дипломированный мастер разборов, то есть я закончила Академию квантовой психологии. Также я получила сертификаты регрессолога и психосоматолога. Более 10 лет я работала за рубежом, вот как я сказала, в Венгрии, а потом уже в Великобритании и США, где я работала в лабораториях, занималась научными исследованиями в области медицинской биологии. Один из моих проектов был связан с опухолями головного мозга, нейрофибромами. И у меня есть научные публикации. Как мастер разборов и регрессолог, и психосоматолог я сделала сотни разборов, диагностик, проработок и регрессий в прошлые воплощения души. Вот это обо мне. Кстати, как я только закончила Академию квантовой психологии, я сразу создала группу. Вы знаете, у меня есть группа «Квантовая психология-регрессии». Также у меня есть канал «Квантовые регрессии». Еще у меня есть несколько групп. Это кармический менеджмент. И когда я закончила, вернее, я начала обучаться психосоматике, и у меня уже была группа, которая называлась «Гармония души и тела», которую я потом переименовала уже когда создала школу, в академию, вернее, извиняюсь, в школу, онлайн-школу психосома. Так, это курс. Вот здесь очень, так сказать, в виде инфограммы я вам показываю 4 модуля. Каждый модуль состоит из 2 занятий. То есть помимо 8 вот этих занятий есть практики, 10 и более практик, я все время дополняю материал. Затем проработки, как я сказала, у вас будут на курсе. И в конце сертификат с аттестацией. Что значит сертификат с аттестацией? Это значит, что по окончании курса вы будете прорабатывать друг друга, и вам нужно будет проработать 2 клиентов и получить от них отзыв. Вот это и будет аттестация, и вы получите сертификат. Далее, первый модуль. Давайте я сейчас детально каждый модуль вам расскажу. Первый модуль. На первом модуле мы с вами рассмотрим германскую новую медицину, ГНМ. Основатель германской новой медицины – это доктор Райк Гир Хаммер. Вот здесь мы подробно рассмотрим биологические законы, которые он открыл на основании экспериментальных исследований. Рассмотрим железное правило рака. Это его самый первый закон природы, который он открыл, и факторы, вызывающие запуск специальной биологической программы. Рассмотрим двухфазный механизм специальной биологической программы, который, собственно, и есть так называемое заболевание, то есть то, что принято называть заболеванием или болезнью. Доктор Хаммер называет специальной биологической программой. То есть эта программа, она возникла в процессе эволюции у человека, механизм этой программы, и он все время включается в ответ на какой-то сильный стресс, сильный эмоциональный стресс. Мы все это будем рассматривать. То есть это возникло в результате эволюции, вот этот механизм, для того, чтобы тело само себя исцеляло. Наше тело, оно очень
мудрое и создано с помощью, ну, в течение долгого эволюционного процесса, таким образом, что оно само себя может исцелять. Но если бы оно само себя не исцеляло, мы бы давным-давно вымерли. Я как биолог могу вам это подтвердить. Здесь мы будем также рассмотрим вот эти биологические законы природы и смысл каждого заболевания. Каждое заболевание, оно возникает в результате какого-то биологического конфликта, и каждый этот конфликт, он имеет какой-то смысл. Просто так ничего не возникает. Все имеет смысл. Рассмотрим, какую роль играют микроорганизмы во время заболеваний. Рассмотрим биологический смысл на примере рака молочной железы, рака легких, двигательного конфликта. Рассмотрим биологическую латеральность, гормональный статус и пол, то есть мужской или женский, и как отличаются симптомы у мужчин и женщин на разные биологические конфликты. Вот это первый модуль. То есть тут мы как бы изучаем самую основу психосоматики на примере, вернее, изучая германскую новую медицину. Это база психосоматики. Без этого просто никак. Второй модуль. Здесь мы рассмотрим, какие биологические конфликты и симптомы возникают в разных тканях и органах. И тут мы прямо подробно и детально будем рассматривать все эти органы и системы. Желудочно-кишечный тракт, дыхательная, выделительная, половая, кровеносная, лимфатическая, сенсорная, покровная системы, железы внутренней, внешней секреции. И будем смотреть, какие возникают биологические конфликты и соответствующие симптомы в этих тканях и органах. И будем рассматривать примеры биологических конфликтов и симптомах во всех этих органах. То есть все на примерах. И уже вы можете, вот уже пройдя этот модуль, вы поймете какие-то, у вас будут какие-то инсайты, осознания, почему вот какие-то там такие-то заболевания возникли у кого-то, может быть, из ваших знакомых, может быть, у вас, на какие-то определенные ситуации, какие-то ваши эмоции. Вот. Это будет очень интересное такое, знаете, осознание для вас. И поэтому я прошу во время прохождения занятий писать домашнее задание, вот эти ваши осознания, инсайты, это все как бы вот и есть ваше домашнее задание, в своей тетрадке писать. Затем во втором модуле мы рассматриваем, почему возникают функциональные расстройства, такие как сахарный диабет, паралич, рассеянный склероз и другие. Например, там болезнь Паркинсона, там еще там, ну, всевозможные заболевания, да. Что такое зависший активный конфликт? Это такие заболевания, как аллергия и другие хронические заболевания, и как их проработать. Что такое зависшее исцеление? Это такие симптомы, как бронхиальная астма, кожные заболевания, дерматит псориаз, артрит, болезнь Паркинсона, синдром хронической усталости и другие заболевания. Вот они являются так называемой зависшей исцеления. То есть человек как бы вроде бы здоров, а потом раз и припадок, да, или приступ. Вот это и есть зависшее исцеление. И как его проработать. И в конце модуля мы будем рассматривать, как, согласно ГНМ, можно прийти к разрешению этих конфликтов и к исцелению. Это второй модуль. Теперь рассмотрим третий модуль. Здесь мы рассматриваем методы терапии детских травм.
Ну, вообще психотерапия. Это психоанализ, гештальт-терапия. Затем мы рассмотрим подходы или эры в медицине Паллари Доси. Это классификация, как он рассматривает а, классификацию современной и, как сказать, вообще медицины, как она классифицируется. Рассмотрим интегральное нейропрограммирование. Это один из очень интересных методов, который был создан Сергеем Викторовичем Ковалевым. А это вообще профессор, доктор, очень известный психотерапевт, основатель, создатель Института нейропрограммирования. И рассмотрим контуры бессознательного, коды психики. Это согласно интегральному нейропрограммированию. Дело в том, что в наших проработках мы используем все эти подходы. И психоанализ, и гештальт-терапия, и ИНП. Все это как бы скомбинировано в нашем методе психосоматической проработки. Поэтому, естественно, нам нужно знать, что это за методы. И квантовая психосоматика, мы остановимся на этом, и постулатах психосоматической медицины. Далее мы подойдем к методу проработки психосоматики. Тут мы прямо по пунктам будем разбирать, как делать проработку. Проработка симптома, как надо делать поиск первопричины, как работать с эмоциями, как прорабатывать негативные эмоции, как работать с инстинктами и эмоциями, как трансформировать негативные эмоции и ситуации. И после этого закрепление результата, потому что результат нужно обязательно закрепить. Дело в том, что одной проработки недостаточно, потому что вот мы нашли первопричину, мы нашли какую-то ситуацию, которая вызвала вот такую вашу реакцию. Как вы восприняли эту ситуацию? Какие возникли негативные эмоции? Мы проработали и трансформировали эти негативные эмоции и ту ситуацию. И после этого вы осознаете вашу реакцию, ваши негативные эмоции, и дальше вы работаете сами. То есть, как вы понимаете, что большая работа предстоит вам самим, проделать вам самим. Поэтому главное – это вы приходите к осознанию и учитесь прорабатывать себя, потому что параллельно вы делаете те практики, которые даются на курсе. И вам нужно делать эти практики каждый день. Вы знаете, что чтобы появились новые нейронные связи, да, нужно, во-первых, разрушить старые, да, и создать новые, закреплять новые, а для этого требуется как минимум 21 день. Да? Далее. Кроме того, на следующем занятии модуля 3 мы рассматриваем биосоциодуховную организацию человека. Дело в том, что вот этот метод проработки, мы работаем тут в основном с нашим телом и психикой. Но вы знаете, что мы не только тело и психика, у человека есть душа. И поэтому за одно занятие будет именно посвящено вот этой биосоциодуховной организации, монадической системе «Я есть». Что это такое? Монада, высшая «Я», душа. Мы будем говорить о триединстве человека, то есть, как я сказала, это тело, психика, тело, да, психика и тело, ум и душа, да.
о влиянии духовности на человека. И опять-таки рассмотрим квантовое исцеление. Как происходит квантовое исцеление? Дело в том, что квантовое исцеление – это новый этап в медицине. И мы сейчас стоим на его пороге. Поэтому этот курс действительно очень важен для того, чтобы идти со временем. Дело в том, что современная медицина, она, мягко говоря, немножко устарела. Она лечит как бы механизм, вот как бы вот мотор у машины, в машине. Вот мотор забарахлил, и, значит, его, значит, начинают чинить. Но у нас все, не только тело, да, дело в том, что у нас есть еще и психика, и поэтому, когда тело плюс психика, это и есть психосоматика, потому что психа – это душа, сома – это тело, да, то есть как бы психика и тело. Вот. Но забывается, часто психику путают с нашим умом. То есть вот то, что наши мысли, наши эмоции, да, это и как бы воспринимается как психика. Но дело в том, что, хотя «сайко» переводится как «душа» с греческого, поэтому здесь мы хотим поговорить о душе. Что такое душа? Почему важно помнить и вообще познакомиться со своей душой? И тут я вас учу, как работать с бессознательным, как научиться погружаться в свое подсознание с помощью транса или погружения в альфа-состояние. Здесь мы рассмотрим влияние возвышенных эмоций. То есть вот в состоянии души, когда человек испытывает высокие эмоции, такие как безусловная любовь, принятие, в этом состоянии человек может действительно исцелить себя. И не только себя, но и других. Вот это и есть квантовое исцеление. И здесь я даю проработка 7D методом. То есть дело в том, что наша душа находится, так сказать, в 7-м измерении, да? Ну, то есть очень высоком измерении, на очень высоких, где есть очень высокие вибрации. И вот в этом измерении нам нужно как бы попасть. Вот с помощью этой медитации мы воссоздаем целостность человека с нашей душой. Вот. Но это просто, я считаю, это просто уникальный метод, потому что когда вы попадаете в вот это состояние души, то вы закрепляете все вот эти проработки, которые мы делали до этого на уровне тела, понимаете? И поэтому, когда вы, попадая в состояние души, закрепляете вот эти ощущения, состояния души, ощущения легкости, радости, интереса, безусловной любви, принятия, спокойствия, вот тогда вы, когда делаете эти медитации регулярно, закрепляете их, то тогда вот именно трансформация проходит намного быстрее, и вы можете себя просто исцелить. Далее, 4-й модуль. Здесь мы говорим о телесных блоках. Телесные блоки и причины их возникновения. Мышечные блоки и панцири, и как их проработать. Тут 7 уровней, так же, как и вот 7 чакр у нас, вот подобно вот также чакровой системе, есть 7 уровней у человека. Это уровень глаз, рта и челюсти, шеи и гортани, груди и верхнего плечевого пояса, диафрагмы, живота, крестца и нижних конечностей. Вот мы рассматриваем каждый из этих уровней и как
почему они возникают и как их прорабатывать. Какие специальные можно делать упражнения, чтобы их проработать. Далее мы рассматриваем эмоциональные блоки в теле. То есть каждая эмоция, она остается в теле, в какой-то его части. И, соответственно, если она долго застревает в нашем теле, то она вызывает у нас какие-то симптомы. И мы учимся их прорабатывать. Далее глубокое брюшное дыхание. Именно вот брюшное дыхание, оно создает вот этот поток энергии, который проходит через тело. Энергия, она не должна застревать в теле, она не должна застаиваться, она должна все время находиться в движении. Понимаете? Как бы вот у нас есть два потока энергии, вверх и восходящий и нисходящий. Поэтому вот это брюшное дыхание, глубокое брюшное дыхание помогает нам прокачивать вот этот поток энергии жизни. Ее называют аргонной, да, или называют праной, да, по-разному. Затем мы рассмотрим сексуальный блок. Сексуальный блок, он находится вот в тазобедренной области, и поэтому называется тазобедренным блоком. Какие признаки вы можете определить тазобедренного блока и почему он возникает, и как его проработать? Мы это все рассмотрим. И затем мы рассмотрим метод холотропного дыхания. Почему мы рассматриваем этот метод? Дело в том, что это тоже один из методов, который позволяет исцелиться человеку. Именно с помощью этого метода он очень похож на метод регрессии, например, в прошлой жизни, или на метод погружения в альфа-состояние, тоже один из таких методов, когда тут, правда, погружение идет с помощью дыхания. Вот. И тем самым, погрузившись в бессознательное, оттуда вытащить какие-то вот травмы, детские травмы там, или в состоянии внутриутробного развития. Этот метод холотропного дыхания был разработан врачом, доктором Станиславом Грофом, американским психотерапевтом. И он также разработал базовые перинатальные матрицы. То есть во время нашего детского, перинатального развития у ребенка он проходит вот эти стадии развития и как они отражаются на психике уже, когда ребенок рождается, и у человека уже во взрослом состоянии могут возникать какие-то вот эти детские травмы или травмы перинатального периода. И вот это все можно увидеть с помощью, вот эти травмы, с помощью как холотропного дыхания, так и погружения в транс, что мы делаем во время наших проработок. И также это и называется вот то, что когда человек испытывает вот такие необычные состояния сознания, это расширение сознания, вот это и есть трансперсональный опыт. Когда мы погружаемся в бессознательное и можем увидеть какие-то вот наши состояния или в перинатальном периоде, или в прошлых воплощениях. Все, что мы вытаскиваем из нашего бессознательного, это и есть трансперсональный опыт. Вот я вам рассказала 4 модуля. Как вы видите, очень насыщенный курс. Поэтому тут действительно, можно сказать, как бы идет просто, как называется, как бы это выразиться, оно просто столько нейронных связей у вас появится новых после этого курса. Так вот, обучение состоит, значит, из 8 занятий плюс 10 и более практик. Дополнительные материалы и практики я добавляю.
проработки со мной и кураторами школы по всем вашим запросам. После 1 месяца обучения у вас будет 1 месяц практики. То есть вы будете учиться прорабатываться с кураторами, друг другу в парах делать проработки. Вы начнете делать самостоятельно проработки. Вы можете начать делать проработки своим деткам, каким-то членам семьи, знакомым, друзьям, чтобы потренироваться. И когда уже вы получите 2 отзыва от своих клиентов, вы получите сертификат с аттестацией. И при желании вы можете стать куратором нашей школы. Что значит куратор школы? Это значит, что вы можете прорабатывать членов нашей школы и получать за это отзывы и вознаграждения. Вы научитесь зарабатывать и получать дополнительный доход. И, конечно, вы получите очень нужную, очень востребованную профессию, которая пригодится просто вам в жизни, чтобы быть счастливой, осознанной, ресурсной, а также наполнять и прорабатывать свою семью, своих знакомых и зарабатывать на этом. Так. Для кого-то это будет, вы найдете свое предназначение в этом. То есть кто-то и не мечтал, собственно, быть психосоматологом, но придя на курс и начав прорабатывать других, нашел в этом свое предназначение. Вы знаете, что наша душа приходит в этот мир, в это воплощение, и наша цель – понять, в чем наше предназначение. Только найдя наше предназначение, мы можем получить радость и удовольствие от жизни и также финансовое благополучие, то есть служение людям. И, естественно, найдя предназначение для собственной души. У нас есть закрытые группы в Телеграме, Телеграм-канал, вернее, есть, и группа в ВКонтакте, где есть занятия, проработки и практики. Доступ к материалам у вас останется на 1 год, то есть достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалом и научиться этому методу. Есть рассрочка и скидка для пенсионеров. Кроме того, вас ждет бонус. Поскольку я регрессолог, то я с радостью вам хочу сделать подарок. Сделаю вам погружение в одну из ваших прошлых жизней. Вы можете сделать с запросом каким-то своим специфическим. Например, захотите посмотреть кармическую связь или, например, пойти за талантом или за талантом исцеления. Может быть, у вас идет из прошлых жизней. А может быть, еще любой какой-то другой запрос. И также встречу с вашим духовным наставником. При этом вы можете задать ему любые ваши вопросы, которые вас волнуют или беспокоят. Или вам хотелось бы узнать о себе, о своей миссии, цели в этом воплощении. На этом я заканчиваю мою презентацию. Благодарю вас за внимание и жду вас на нашем курсе.